Ребята, всем привет! Сейчас расскажу вам, где я. Я на Куяльнике. Сегодня такой неспокойный день, целый день тревоги. Надо снять стресс. Я уже, конечно, ополоснулась. Вы не думайте, я уже там полежала. Но то, что я вам сейчас покажу, сколько у нас сейчас соли, вы просто обалдеете. У меня сейчас такое состояние, знаете, умиротворения, такого прямо расслабления, потому что ропа, она способствует вот этим всем, в общем, у нее расслабляющий эффект. Мало того, что воспаление все там вытягивает из ваших суставов и костей, она еще и расслабляет. Посмотрите, какой пейзаж. Видите? Солнышко уже садится, потому что я приезжаю на отдых на Куяльник после 7. После 5 еще очень жарко. Сегодня приехали где-то 6:30. Девочки, я просто заставила заехать мужа, завести меня в Аврору. Мне нужна была эта вазочка для орхидей. Я хочу пересадить своего Патрика. Ну и, в общем-то, вазочки не оказалось подходящей. Я купила такую банку с крышкой для сыпучих всяких круп. Вот уже смотрите, если вы увидите, собираются на фотосессию, не увидите, там лошадка приехала, и фотосессию уже на закате будут делать, заказывают девчонки. Так, ну я уже иду, смотрите, я иду уже, вот буду сейчас вам показывать, что я здесь вижу собственным глазом. Так, ребята, смотрите, какая красота. Ну, это красиво, но это не есть хорошо, потому что вода испарилась. И вот это количество неимоверной соли, это еще ничего. Оно просто впечатляет. Вот в виде вот таких вот чешуек, видите, как будто рыбная чешуя. Вот соль вот так наслаивается. И посмотрите, что творится. И я вам скажу, что я, покажу вам вот так, я в коралках. Потому что зайти в Куяльник очень тяжело. Очень больно ногам. Посмотрите, что здесь творится. Я вам сейчас так зачерпну. Я, конечно, уже пресной водой обмылась. Вот, смотрите, вот так это выглядит. У кого дефицит соли? Можно солить огурцы. Я сейчас смеюсь, говорю, можно скумбрию с собой привезти, свежемороженую, там, да, и здесь окунуть ее буквально на какое-то короткое время, и она просолится. Вот смотрите, как это все выглядит. Я вот сейчас прям вот я уже зашла в воду. Вот это как все выглядит. Смотрите, как здорово, да? Здесь такая тишина. Сегодня очень жаркий день. Сегодня у нас прям такой температурный рекорд этого месяца. 37 в тени. Девочки, я уже иду, хлюпаю. Вот посмотрите, какое дно. Вот там везде очень долго вот такое дно. Я себе переворачивалась, когда лежала в ропе, вот там дальше. Там все идешь, оно тебе по колено, не по колено, по щиколотку. Чтобы дойти по колено, надо еще постараться. И, в общем, я переворачивалась со спины на живот, и я вот об эту вот корку, это корка такая вот прям соляная корка, я поцарапала себе колено, девочки. Как будто вот меня протянули где-то по асфальту. Вот такое ощущение. Ой, ну я получила массу удовольствия от того, что лежала в ропе. Вот смотрите, как это красиво. Вот так. И вот тут на лошадках будут фоткаться. Девочки привозят наряды. Да, обалденно. Девочки, прям сегодня выложу это видео. У меня сегодня 3-й заплыв на Куяльнике. Замачивание в ропе 3-е. Я с мужем приезжала много раз, он лежал. А я что-то вижу, то мне холодно, то мне грустно, то я не хочу в эту воду. Смотрите, какие островки прям. Свекровь там просила, не знаю, набрать ей, что ли, соли. Она потом зимой будет принимать в тазик водичку, куяльницкую соль. И... Не знаю, сейчас подумаем. Может, и наберем. Не знаю.
Она еще не использовала ту, которую в прошлый раз привозили. В общем, я вам сейчас еще пойду покажу. Но мы с вами в глубину не пойдем. Но вы поняли, что круто, красиво. В общем, так, я належалась. Мы берем 2 баклажки с пресной водой, прям с бойлера горячей. Ну, а насчет вот этой корки, я все ухожу от темы. Вот видите, какая корка. Вот эта корка так покрыла дно, что идти очень больно. Мы в прошлый раз приехали, не взяли коралки. И я просто немножко прошлась, и у меня ноги все были поколоты. Но я все-таки зашла, но сегодня корка еще больше, чем была. Прям вообще такая соляная. И мало запаха куяльницкого, вот этого специфического. Знаете почему? Потому что корка покрыла все. И вот эти воронки с грязью, которые вообще обычно есть, наступаешь, проваливаешься, и вот эту грязь на ногах видишь у себя. Ой, ну это класс, лошадка, вообще класс. Видите, как это клево. А слышимость сумасшедшая. Тишина. Класс, релакс он такой в ленту. Ну и, короче говоря, вот солнышко садится уже. Но еще рано, но, кстати, сегодня на 2 минуты короче день, чем вчера. Поскакала, девочки. Поскакала лошадка. Ой, какой класс. Жаль, дальше не увеличивает больше. Короче говоря, вот эта корка покрывает все, и не выходит наружу вот эта вот грязь куяльницкая. Невозможно до нее добраться, чтобы намазаться, да? Ну как вот, как ты эту корку пробьешь? Это как вот лед зимой, да? И нету вот этого вкусного, ну как вкусного, кому-то это не вкусно, мне вкусно. Мне очень вкусно. Сегодня облака такие красивые. То, что вы видите, вот эти беленькие, такие, видите, столбики вон над водой. Это остатки сооружений, которые здесь были возведены для добычи соли. Я к ним иду. Девочки, ну вообще шикарно. Людей немного, потому что сегодня только середина недели. Красота. Девочки, спасибо за комментарии, за лайки. Ну, посмотрите, что творится. Видите, если бы не коралки, вот как бы я здесь шла? Да никак. Я бы здесь не шла. Но вот эти залежи соли на берегу, это просто... Мне интересно, но она ж не харчева, ну, не пригодная в пищу. И на теле после нахождения в рапе остается много соли. Смотрите, как она прям вот высыхает вода, и она прям складывается такими пластами, видите? Прям с пластами складывается. Обалдеть. Белое золото. Да, были времена, когда соль была очень дорого стоила. Да-да-да, здесь чумаки возили ее с Куяльника. Это же остались эти сооружения, мостики. Они настолько засоленные, что с ними ничего не случилось. Так вот, такая вот картина маслом сейчас. И вы знаете, вода там в глубине, она прям такая красная, розовая. Это пигментация от того, что живет тут одна форма жизни такого розового цвета. Но сейчас ее не видно, потому что концентрация рапы очень высокая. Обычно много. Но вот даже, ну, вы, наверное, не увидите такой отлив, прям оттенок у воды. Чем глубже заходишь, прям розовый. Люди уже выходят, належались. Но я вам скажу, долго лежать не стоит. Нельзя долго лежать, особенно... Вы слышите, как я хлюпаю, да? Вот я остановлюсь, вы слушайте, какая здесь тишина. Сегодня прям день такой, знаете, насыщенный, я бы сказала. Я говорю, все, едем на Куяльник. Хоть чуть-чуть. Вот, я вижу, кто-то добывал грязь. Кто-то пытался добраться до грязи, видите? Вот сейчас я вам покажу, девчонки. Ура, я нашла грязь.
Вот она. Она есть. Она под этой коркой. Так вот. Ой. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Я ж хочу до тех столбиков, девчонки, дойти вместе с вами. Кто еще со мной? Ставьте лайк. Вы не представляете, как вот по этой корке босичком. Я сначала думала, ой, да какая ерунда, массажик. Да какой массажик? Я говорю, вон, я вам сейчас покажу на коленке, как я саданулась. Видите? Извиняюсь за свои коленки, но я на пляже. Но я саданулась вот об эту корку. Просто вот так развернула. И когда вот присели, я подушечку взяла с собой, нашла такую специальную под голову. На ней еще более-менее. А когда садишься, вот тут бы сесть, да, на попу, очень больно сидеть. Конечно, такой куяльник у нас не часто бывает, ребята, конечно, да. У нас там с собой чаек. Был плотный обед, сейчас почаюем. У меня там, по секрету скажу, купленные были вчера еще слойки с яблоком. Обычно мы с сухофруктами пьем чай там, с курагой, с финиками. Любим побаловаться так, не сладкий чай с сухофруктами. А это прям... Слушайте, да где эти столбики? Я уже иду до них целый час. А этот раз взяли с собой такой посерьезнее. Слойки с яблоками. Сейчас будем смаковать. Надо было идти по берегу, да? То я хлюпаю вам в ленту. Девочки, кто был на вот таких вот рапных месторождениях в разных точках земли? Это ж не только у нас, это ж и Мертвое море есть, да? Где там, в Израиле? Где? Я знаю Памуккале в Турции. О, квадроциклы приехали. Тут гоняют на квадроциклах. Здесь вообще хорошее такое место для отдыха. Так, я уже дойду до этих столбиков сегодня. Они как будто заснеженные. Видите, что творится? Развлекухи! Погнали. Да-да-да. Девочки, главное, чтобы люди, отдохнув после себя, конечно же, убирали. Но сейчас вот прям я смотрю чистенько, чистенько. Все стараются не сорить, не безобразничать. Ура, я до вас дошла. Они в обычное время ничем не примечательны. Только тем, что им много лет, они в соленой воде не портятся. Ой, вот я провалилась. Тоже здесь, кстати, близко грязи. Гляньте, какая красота. И чем вам не зима? Плюс 37. Девочки, гляньте, сколько соли. Прям вот от одного столбика, на одном столбике килограмм соли. Да? Прикольно. Но я не могла вам это не показать. Гляньте, какая красота. Так, как лучше видно. Так. Здесь были помосты, я так понимаю. Это вокруг каждого столбика собралась солька. Прям, ого, и она прям его вот так вот обняла, видите? И издалека это прям вообще прикольно смотрится. Фух. Сейчас опять придется ноги мыть. Я только обмылась и опять залезла в соль. Какая красота. Вот здесь, кстати, пахнет специфическим вот таким вот запахом. Так что, ребята, вот такой мой вам репортаж. Если будет что-то интересное вдруг этим вечером у меня, я вам сюда добавлю какую-то интересность. Но пока вот мне, вот не знаю, как вам, а мне очень интересно бродить здесь, наслаждаться, вдыхать свежий воздух
Я сегодня вообще только в обед выскочила на пару минут там по делу. С коечками. Делюсь коечками. И забежала, потому что 12:30 вышла, ну такая жара, прям вообще подключала кондиционер. Не знаю, как у вас. Ну, прошлое лето у нас, конечно, вообще было рекордное по температурам высоким. В этом году я посмотрела прогноз, вроде как сегодняшний день самый спекотный, самый жаркий. Поэтому, друзья мои, берегите себя. Не выходите без надобности в такие жаркие часы, особенно в городской застройке. А если уже надо идти, там как-то по тенечку. Потому что, ну, прям можно и без воды не выходите. Без пресной, бутылочку с собой имейте водички. Знаете, я думала уже, прямо если хоть надо пойти и жарко, зонтик взять. И под зонтом идти. С понтом под зонтом. Что делать? Вообще вот так, друзья мои. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Посмотрите еще раз на эту роскошь. Посмотрите, какие красивые фотографии получаются на этом фоне, да? Просто невероятно. И вот будет закат. Уже дело близится к закату. И вот такая вот... Как по снегу идешь. Невероятно, невероятно. Вы знаете, мне кажется, раньше где-то в августе такое могло случаться. Ну, вот сейчас такое происходит в июле. Это стандартное, нормальное явление последние годы для нашего Куяльницкого лимана. То, что я наблюдаю из года в год. И все равно мне это так нравится. Не знаю, там экологи скажут свое на этот счет. Может, так не должно быть. Ну вот даже соль, когда мы принимали ванны здесь, соль уже не впитывается, она плавает такими пластинами по поверхности воды. Так что вот так. Там, кстати, собака лает. Она прям, хозяева лежали, она зашла, ей уже по шею. Я говорю, куда ты идешь? А она прям пошла проведать, думаю, а вдруг что случилось с хозяевами. Такая забавная, я за нее прям переживала. Думаю, ну это же соленая ропа. Она вышла, и на ней прям, знаете, вот такие вот сталактиды из соли висели. Бедная собака. Я говорю, ну уже жди, хозяева тебе сделают душ вечерком пресный. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра, всем позитивного настроения, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья, благополучия. Иду пить чай на Куяльнике. А вот и закат. Я думала, мы уже уедем, но мы дождались заката. Здесь фотосессия. В белых платьицах девчонки фотографируются. Так что, ребят, всем мирной, спокойной ночи. Очень красиво.